Дорогие друзья, давайте с вами сделаем общий расклад на тему, что хочет сказать вам загаданный человек, но молчит. Загадывайте своего человека или трех, первая, вторая, третья позиции. И давайте будем смотреть. Итак, единички. Что хочет сказать вам загаданный человек? Говорим с ним. Что хочет сказать? Смотрите, ваш загаданный человек находится на этапе выбора. Он за вами много наблюдает. Он ждет какого-то шанса, какой-то возможности для того, чтобы, возможно, сделать шаг вперед и понять, как ему действовать дальше. Здесь однозначно наблюдает и не определился, как ему действовать. Ситуация сейчас такая статичная между вами, но он хочет перемен. Возможно, ему не хватает чувств от вас. Возможно, здесь присутствует третье лицо, да, вот какая-то женщина, королева кубков, которая вносит некий сумбур. Возможно, он выбирает между ней и между вами. И ему нужно, да, смотрите, здесь однозначно есть какая-то женщина тайная. Возможно, вы либо вообще о ней не знаете, либо не знаете подробностей об отношениях вот загаданного человека с этой женщиной. И здесь, знаете, он стоит на месте, потому что боится сделать неправильный выбор. У него очень много страхов, которые основываются на тех ошибках, которые он совершал ранее. Но он хотел бы развития, ему надоела стагнация, и он хотел бы перемен. Хотел бы отсечь все лишнее, хотел бы вот эти вот преграды убрать и двигаться дальше. Но опять же, пока он не понимает, в каком направлении. И он считает, что выбор должен делать он. Выбор за ним. Он здесь должен решать, в какую сторону идти, но ждет от вас как будто какого-то знака, как будто какого-то сигнала. Еще раз удостовериться в том, что он на правильном пути. Терять вас не хочет однозначно, но может быть не до конца с вами искренен. И знаете, здесь неискренность в том ключе, что может не до конца проявлять свои чувства. Чувств здесь океан, посмотрите, туз кубков. Но он их не выражает. У него внутри буря, у него внутри океан, но показывает он вам гораздо меньше, чем есть их на самом деле. Хочет всю неопределенность убрать. Его вот эта вот неопределенность замучила. Его неопределенность вот это тяготит. И посмотрите, он здесь вот как юный мальчик, как стеснительный, да, паж в плане выражения своих чувств и эмоций. Ему бы делать выбор, и он к этому готов. Но есть моменты, которые его останавливают. Здесь он очень медлительный. А медлительный по причине того, что, опять же, хочет сделать выбор раз и навсегда, чтобы не крутиться между вами и между кем-то еще. Чтобы не было так, что начали, потом не получилось, переделываем. Поэтому здесь идет некая неопределенность. И он понимает, что во многом вот эта неопределенность, она обусловлена его собственными страхами. И здесь он сам виноват. Здесь ему можно было бы сделать этот шаг самому, но опять же, нежелание попасть в какую-то некрасивую ситуацию, она его останавливает. Здесь хочется выйти на новый уровень, хочется набраться вот этой решительности, смелости, но нужно преодолеть вот эти ограничения. А он как будто бы ждет, что само собой все разрулится, да, по колесу судьбы. Вот случится какой-то шанс, либо вот эта барышня как-то сама отвалится, либо в отношениях с вами настанет какая-то более такая ясная, понятная ситуация. Здесь он хочет быть императором. Однозначно хочет быть императором, хочет быть уверенным в себе, хочет семьи, счастья, любви. Да, он здесь хочет стабильности, но не решается. Давайте посмотрим, спросим его, что он ждет от вас. Что ждешь?
Шагов навстречу. Шагов навстречу. Если ссорились, то примирение. Вообще Верховный Жрец — это духовность, это правильные такие законные отношения, да, вот когда действительно император по закону, когда есть законный брак. Но в то же время здесь ему хочется от вас какой-то вот легкости, знаете, когда вы проще смотрите на многие вещи, когда трудности закончились, когда тяжелый период прошел, и вы дарите ему надежду. Действительно, он ждет сигнала от вас. Да, императрица, совершенно верно. Он хочет видеть вас своей императрицей, своей супругой, своей постоянной спутницей. Он надеется, что все трудности, преграды уйдут в прошлое, и вы подарите ему надежду, что прекратится вот это вот хождение по кругу, и пойдете вы вместе к цели вот именно в статусе мужа и жены, в статусе законных супругов, в статусе постоянных партнеров. Благодарю вас, первая позиция. Буду благодарна за обратную связь. Очень интересно, как отыгрываются у вас общие расклады. Итак, идем ко второй позиции. Двоечки. Что хочет сказать вам ваш загаданный человек? Что хочет он сказать вам? Здесь он прям хочет перемен. Хочет любви от вас. Также может быть третья женщина здесь, которая вот этим переменам мешает по причине того, что здесь может быть какое-то общее совместное имущество. Здесь однозначно тоже настроен на перемены. Любит вас. Любит, но также идет какая-то неопределенность и медлительность. Медлительность здесь, смотрите, опять же, по причине каких-то финансовых вопросов, либо это обязательство перед кем-то, либо это неуверенность в том, что он сможет. Вспоминает прошлое. Сейчас ему тяжело, сейчас ему важна от вас какая-то помощь и поддержка. Ему хочется вернуться вот в какой-то конфетно-букетный период, когда вы его любили, когда вы заботились о нем, когда вы его поддерживали. Здесь тоже хочет быть императором. Хочет выходить на новый уровень, хочет нового какого-то начала, причем такого очень светлого, очень приятного. Опять же, не знает как. Страхи сопровождают мужчину. Возможно, смотрите, возможно, были между вами какие-то ссоры, недопонимания, сейчас обижается. И, знаете, будет упрямствовать, скорее всего, стоять на своем, будет ждать, когда вы к нему придете с каким-то примирением. Ждет каких-то шагов от вас. Потому что ему важно отстоять сейчас свои позиции, отстоять свою правоту. Вот когда вы сделаете шаг навстречу, да, тогда он шагнет навстречу вам. До этой поры будет как будто бы своей позиции придерживаться, будет уверять и себя, и вас в том, что он прав. Это приносить ему будет боль, да, здесь тройка мечей. Это будет приносить ему огорчение, разочарование. Но, тем не менее, он ждет шага от вас. Те, у кого были ссоры, какие-то вот разногласия, это ваша позиция. И здесь именно от вас ждет мужчина шага к примирению, потому что упрямый. Но чувства здесь есть. Просто, знаете, здесь боится их проявлять, потому что манипулирует, потому что понимает, что если он сделает шаг навстречу, он окажется под каблуком. Это, скорее всего, неудачный опыт прошлых отношений, поэтому здесь вот эти чувства он может не проявлять всецело. Но вы для него целый мир, вы для него вся вселенная, и он тоскует без вас, он без вас очень скучает, пылает страстью, прям вот не может.
тем не менее, будет упрямиться, будет ждать каких-то шагов от вас, будет манипулировать, ждать, чтобы вы пошли на контакт, потому что, еще раз повторюсь, боится оказаться у вас под каблуком. Здесь эгоист. Любящий, ревнивый эгоист, который даже в разлуке будет за вами наблюдать. Вот уединиться, но будет мониторить, прям изучать, по соцсетям лазить, выспрашивать у друзей, как там, что там происходит. Тем не менее, он считает, что с вами можно идти дальше, что с вами нужно идти дальше. Здесь нужно оставить в прошлом все страхи, нужно оставить в прошлом все преграды, все плохое оставить и идти дальше. Чего же он ждет от вас? Что он хочет, чтобы вы сделали? Он хочет, чтобы вы работали над отношениями. Он хочет, чтобы вот он был такой холодный весь, он диктовал условия, а вы пошли к нему на поклон, да, то есть чтобы вы чем-то пожертвовали. Вот он будет сидеть, наслаждаться ситуацией, такой вот эгоист, а перемены здесь будете вершить вы, да, и перемен здесь он хочет однозначно, хочет больше любви от вас, хочет серьезных, смотрите, здесь Верховная Жрица, здесь, скорее всего, хочет, чтобы вы мудрость свою проявили в плане того, что вот он упрямый, а вы поймите, включите вот эту свою интуицию, вот этот свой разум, благоразумие и поймите, что ему-то можно так, это вам так нельзя. Поменяйте свое поведение, смените гнев на милость и примите его. Смотрите, он кается, но он ждет того, что покаетесь вы, и что вы придете к нему с каким-то вот примирением и предложением. Да, он считает, что это будет правильно. Он может манипулировать, а вы должны принимать его таким, какой он есть. Для него это тяжело. Он ждет, что вы преодолеете эти трудности и будете бороться за отношения. Здесь манипулятор, но манипулятор, который любит. Здесь манипулятор, которому вы действительно нужны. Поэтому здесь думайте, как вам лучше поступить в этих отношениях, потому что делать шаги навстречу можно. Здесь, если вы сделаете шаг, то он, как в мультфильме про крошку енота, да, улыбнется вам в ответ. Он вас примет. Ну, просто такой вот эгоистичный упрямец здесь. Благодарю, двоечки. Итак, третья позиция. Что хочет сказать вам загаданный человек? Что хочет сказать вам загаданный человек, но почему-то молчит? Что хочет сказать вам? Так, а здесь такое ощущение, он борется за то, чтобы получить личное пространство. Он борется за то, чтобы защитить, вот опять же, свои какие-то права, отстоять границы, чтобы вы поменьше, возможно, его контролировали, чтобы вы поменьше его как-то ограничивали в чем-то. Хочет перемен, очень ревнует здесь. Перемены здесь связаны с семьей. Здесь нужна трансформация. Здесь, скорее всего, вы не свободны. Кто-то из вас не свободен. Скорее всего, вот тот, кто смотрит. Что еще хочет сказать вам загаданный человек? Здесь такое чувство утраты. Он понимает, что статус любовников, да, статус тайных отношений его здесь не устраивает. И он выбирает, идти ли дальше или не идти. Ему важно, чтобы его интересы здесь были учтены. Развивать отношения с вами однозначно хочет, но в настоящий момент статика по причине того, что отношения у вас тайные. Здесь неопределенность, здесь есть третьи лица, вы здесь не свободны. Хочет развития, но из-за того, что вы в браке, вы в отношениях, здесь развития нет. Он ждет.
Он терпеливо ждет. Он хочет быть победителем, он не готов вас ни с кем делить, и он будет за это бороться. Он ждет того момента, чтобы вы приняли какое-то решение. Он ждет, чтобы эти действия были от вас. Здесь с его стороны, скорее всего, действий никаких не будет. Да, здесь ему это сложно. Он не будет этого делать, он будет ждать каких-то действий от вас, он будет наблюдать, он будет создавать вам такие ситуации, в которых вы будете принимать решение, делать выбор в ту сторону, которую нужно. Да, здесь женщина должна решить. Здесь женщина должна решить ситуацию с королем Пентаклей. Здесь он надеется, что... отсечете вы вот этого короля Пентаклей, что вы за его спиной что-то сделаете, либо вот положите конец вот этому сложному периоду, который длится сейчас. Что еще хочет сказать? Ну, здесь любит вас человек, здесь действительно вы дороги. Но опять же, пока состояние у вас треугольника. Ну, знаете, здесь такое ощущение, что независимо от того, что он сопротивляется и старается вам какие-то условия выставлять, здесь он со своими чувствами ничего поделать не может. Здесь такое ощущение, что вот вам-то он диктует, а себе он диктовать не может, потому что чувства здесь, вот да, по иерофанту здесь борьба чувств и разума. Он говорит вам одно, требует от вас одно, а сам себе противоречит, и поэтому здесь пустота. Он готов вообще все уже бросить, наплевать на все свои принципы и броситься к вам в объятия, потому что без вас ему очень тяжело, очень сложно, он вас любит. Очень много иллюзий, фантазий по поводу вас. Здесь он от вас энергетически зависим, хочет вас очень сильно, хочет вас как женщину, секса хочет. Понимает, что ему с вами будет хорошо, ему с вами будет комфортно, знаете, вот как у мамы под крылом. Чего ждет от вас? Действий ждет. Действий ждет, ждет понимания, да, ждет того, что вы что-то разрушите, что вы разрушите те отношения, которые у вас сейчас, что вы поймете то, что вот существующие отношения, они не позволяют вам двигаться вперед. Он ждет, чтобы вы их разрушили и пришли, сказали: все, я твоя. Любит. Любит однозначно. Очень сильная ревность. Ревность дикая, которая просто разбивает ему сердце. И вот эта неготовность вас ни с кем делить, она является просто камнем преткновения в этих отношениях. Хочет сблизиться очень, ждет этого от вас. Ждет, чтобы вы подарили ему вот это чувство комфорта, для которое для него важно. Ждет, что вы придете к нему с каким-то предложением. Готов вас принять, готов вас ждать, любит, но не готов вас ни с кем делить. Готовы что-то рушить, готовы рушить то, что имеете. Разрушайте, человек вас примет. Здесь очень вы ему нужны, но чтобы вы принадлежали ему и только ему. Здесь у него вот эта вот ревность и чувство того, что мое и ни с кем делить не хочу, оно у него очень такое обостренное и болезненное. Поэтому вот такая ситуация, троечки. Благодарю всех за просмотр. До встречи в новых эфирах. Спасибо всем.